Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. На пороге уже апрель. Название этого весеннего месяца происходит от латинского слова «открывать» или «начало». И это неудивительно, ведь именно в апреле начинает просыпаться природа после зимней спячки. Сегодня я вам расскажу о тех премьерах фильмов, которые нас ждут в этом месяце. И выбрал я для вас самые значимые. Ну а вы не забудьте подписаться, чтобы всегда быть в курсе предстоящих событий в мире кино. И мы, конечно же, будем рады, если ты решишься поддержать нас финансово. Сделать ты можешь это легко и быстро, перейдя по ссылке в описании ролика или на главной странице нашего канала. Ну а мы поехали! Сюжет этого фильма посвящен нашумевшему интервью корреспондентки BBC Эмили Мейтлис. Его назвали «Сенсацией десятилетия». В нем второй сын королевы Елизаветы II признал тесные связи с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, который был осужден за преступление сексуального характера в отношении 14-летней падчерицы и других девушек младше 16 лет. Согласно показаниям жертв, принц Эндрю тоже был причастен к сексуальному насилию. Результатом скандала стало отстранение принца Эндрю от исполнения обязанностей члена королевской семьи. «Сенсация» – биографический драматический фильм режиссера Филиппа Мартина, принимавшего участие также и в создании сериала «Корона». В основу сюжета легло телевизионное интервью принца Эндрю, герцога Йоркского, для телеканала BBC. Актерскую команду возглавила Джиллиан Эндерсон, которую вы хорошо знаете по известному сериалу «Секретные материалы», и Руфус Сьюэлл, запомнившийся зрителю по фильмам «Тристан и Изольда» и «Иллюзионист». Фильм ожидается на стриминге Netflix 5 апреля. Чикаго. В городе несколько лет безнаказанно орудует серийный убийца. Полиция тщетно пытается выйти на его след, но киллер исчезает так же неожиданно, как и появился. Приходит весть, что в Шотландии начали происходить похожие преступления. Почерк убийцы заставляет детектива отправиться на другой конец света. Там Лоусон объединит силы с местным детективом Гленном Бойдом. Смогут ли они поймать того, одной из жертв которого когда-то стала и любимая женщина чикагского детектива? «След киллера» – остросюжетный боевик режиссера Терри Макдона. Он также был участником режиссерской команды в сериалах «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Ад на колесах». Лидерами актерской команды выступили оскароносный Сэмюэл Л. Джексон, в списке актерских работ которого «Игры престолов», «Парк юрского периода», «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный», а также разнохарактерный Венсан Кассель, среди громких работ которого сериал «Мир Дикого Запада» и фильмы «Черный лебедь» и «Три мушкетера». Премьера фильма на больших экранах состоится 11 апреля этого года. Сюжет повествует о загадочном молодом человеке, выступающем в подпольном бойцовском клубе, где люди в масках дерутся за деньги. Жесткие улицы Мумбаи воспитали из него бойца, для которого нет преград. Его цель – отомстить тем, кто пользуется положением бедных и бесправных людей, и кто повинен в смерти его матери. Погружаясь в подпольный мир мегаполиса, он сводит счеты с коррумпированными политиками и криминальными авторитетами. Имя ему – Манки Мэн. Боевик-триллер режиссера Дева Пателя. Это первая его полнометражная режиссерская работа. Он же исполнил и главную роль. Когда-то он начинал свою карьеру в кино с роли в фильме «Миллионер из трущоб», а сегодня за его плечами такие известные фильмы, как «Лев» и «История Дэвида Копперфилда». И вот теперь он дорос до первой режиссерской работы. Актер он очень хороший, и есть все предпосылки, что режиссером он будет не хуже. Так что пожелаем ему удачи в его начинании. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 11 апреля 2024 года. Недалекое будущее. Штаты перестали быть единым целым. Некогда величайшая страна мира находится на грани краха. Национальная гвардия двух сепаратных штатов при поддержке боевой техники и авиации штурмует столицу. Белый дом теряет рычаги власти. Группа журналистов пытается прорваться в пылающий город, чтобы взять последнее интервью у президента. «Гражданская война» – боевик антиутопия режиссера Алекса Гарланда. В фильме задействована отличная актерская команда. Кирстен Данст, прекрасно воплотившая Марию Антуанетту в одноименном фильме. Вагнер Маруа, широко известный зрителю по роли Пабло Эскобара в сериале «Нарко». Кейли Спенни, отмеченная на Венецианском кинофестивале Кубком Волпи за лучшую женскую роль в фильме «Присцилла, Элвис и я». Стивен Хендерсон, исполнивший роль Суфира Хавата в космическом эпосе «Дюна», и Джесси Племонс, наиболее известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Фарго». Театральный релиз фильма запланирован на 11 апреля. Харриет обнаруживает уникальную связь между искусством и реальностью. Оказывается так, что некоторые песни могут переносить ее назад во времени. Это позволяет ей заново переживать прошлые романтические моменты. Девушке приходится чередовать отношения с бойфрендом из прошлого и возлюбленным из настоящего. Величайшие хиты – романтический трагикомический фильм.
Сценаристом, продюсером и режиссером выступил Нед Бенсон. Кассовые сборы его предыдущих 2 фильмов были не очень удачными, поэтому, как видим, Неду пришлось отчасти самому финансировать свой проект. Но такая практика в мировом кинобизнесе вполне обычное явление. Главные роли исполнили пока малоизвестные актеры. Отсутствие брендовых имен в проекте говорит об ограниченности бюджета. Проекты, рожденные в таких условиях, заставляют режиссера сконцентрировать свои усилия на конечном результате. Что из этого получилось, мы узнаем уже из просмотра. Ждем премьеры на потоке Hulu 12 апреля этого года. «Мятежная луна, дарующая шрамы» – это фильм режиссера Зака Снайдера и является продолжением фильма «Мятежная луна. Дитя огня». Каст и команда остались прежними. В первой части космической саги нам рассказали о мирной колонии человечества, которую подчинил себе тиран с грозной армией. Теперь настало время для новых героев и новых легенд. Некоторые кинокритики обвинили создателей в подражании «Звездным войнам». Типа уже такое видели, знаем. Но это и не мудрено, ведь проект был задуман давно и изначально планировался как спин-офф «Звездных войн», но в результате оказался отдельной историей. За первые 3 дня после релиза фильм посмотрели почти 24 миллиона зрителей, так что все не так плохо, как кажется. Общий бюджет 2 частей составил $166 миллионов, что сделало его самым масштабным проектом для Netflix. Премьера 2 части запланирована на 19 апреля 2024 года на стриминге Netflix. События разворачиваются в первые дни Второй мировой войны, когда Великобритания объявляет войну Германии. По приказу премьер-министра Уинстона Черчилля создается специальное подразделение для совершения диверсий в тылу врага. На кону судьба мира, и бывалые авантюристы, действовавшие до этого в одиночку, объединяются в отряд. Никаких джентльменских правил. Эти ребята изменили ход войны, а их деятельность стала основой для совершения современных тайных операций. Министерство неджентльменских дел – очередной шпионский боевик мастера Гая Ричи. На экране мы увидим ведьмака Генри Кавилла и Эйсу Гонсалес, снявшуюся до этого в фильме «Годзилла против Конга». И нет, она там играла ни того, ни другого, а девушку Майю Симмонс. Также в проекте снялся Алан Ричсон, которого мы прекрасно знаем по участию в фильме «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя» и главной роли в сериале «Ричард». Правдивая история о секретной британской боевой организации выйдет на большие экраны 19 апреля 2024 года. Теннисистка Таша подавала большие надежды, но травма колена поставила крест на успешной карьере. Тогда она нереализованный потенциал направляет на тренировки своего мужа. Когда-то Арт был звездой и победителем турнира Большого шлема. Таша решает начать с участия в профессиональных первенствах низкого уровня. Арта ждет поединок с бывшим любовником его жены. Случайно или нет, а 2 соперникам придется биться не только за награду. Претенденты – спортивная романтическая комедия итальянского режиссера Луки Гуанданино. Его фильмы отличаются эмоциональной сложностью и яркими визуальными эффектами. Во главе актерской команды великолепное трио. Зендая, известная широкому зрителю по ролям в мюзикле «Величайший шоумен» и 2 частях космической саги «Дюна», Джош О'Коннор, обладатель премии Primetime Emmy Awards и Золотой глобус за роль молодого Чарльза III в драматическом сериале «Корона», и Майк Фейс, прекрасно исполнивший свою роль в мюзикле «Вицайская история». Фильм выйдет на большие экраны 26 апреля 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Такими были самые интересные фильмы, которые нас ждут в апреле 2024 года. О новых премьерах я вам расскажу уже в следующем месяце. А для того, чтобы не пропустить, не забудь на нас подписаться. Ну и конечно же, не забудь написать свой отзыв в комментарии на просмотренный контент. Нам интересно твое мнение. Всем пока-пока, услышимся!